Дорогие тельцы, для вас 2026 год – это время, когда Земля под ногами меняет плотность, а прежние опоры либо укрепляются окончательно, либо уходят навсегда. Главный вопрос года звучит жестко, но честно. На чем вы реально стоите и что из этого больше не работает? Уран продолжает идти по вашему знаку и в апреле делает судьбоносный шаг. Он переходит в Близнецы. Это не просто смена декораций, это смена взгляда на жизнь. Телец в 2026 году учится жить без гарантированного контроля, но взамен получает другое – гибкость, новые источники дохода, иной уровень свободы. Год не обещает легкости, но он дает прочность иного уровня. Давайте посмотрим на общую картину года. Уран до 26 апреля в Тельце, после в Близнецах. Сатурн почти весь год в Овне. Юпитер в первой половине года в Раке, а с конца июня во Льве. Неизбежно будут затронуты темы финансов и способы заработка, профессиональный путь и репутация, вопросы личной ценности и темы свободы выбора. Это год, когда Телец перестает держаться за форму и начинает держаться за суть. Обратите особое внимание на периоды, которые сейчас я буду перечислять. Они запускают необратимые процессы. В январе и феврале ожидается переоценка целей. Старые амбиции начинают трещать. Приходит понимание, что не все, за что вы держались, стоит дальнейших усилий. В апреле ожидается переломный момент, особенно 17 и 26 числа. Новолуние в Овне и переход Урана в Близнецы подтолкнет к очень важным решениям. В конце июня Юпитер поменяет знак, и это даст начало роста, но уже на новых условиях. В августе ожидается солнечное затмение во Льве, и это приведет к пересмотру жизненных приоритетов. В октябре ретроградные Венера и Меркурий в Скорпионе могут вернуть старые чувства. Сейчас мы пройдемся по году последовательно. Каждый месяц – это не просто событие, а настройка судьбы. И здесь важно понимать, что делать, чего не делать и куда направлять энергию. А начнем мы с января. Год начинается под знаком Козерога, а значит с темой ответственности и расчета. Для вас это месяц, когда хочется ясности, но мир пока не дает готовых ответов. Что происходит? Много планет в земных знаках, ретроградный Юпитер в Раке, Хирон разворачивается в Овне. Активного движения нет, но это время для внутренней подготовки. Новолуние 18 января в Козероге ставит вопрос: куда вы реально идете и зачем? Решения, которые вы примете в этот момент, окажут долгосрочный эффект, даже если внешне ничего не произойдет. Старайтесь не спешить и не брать лишнюю ответственность. Не обещайте больше, чем готовы выполнить. В этом месяце вы настраиваете фундамент, и если его пропустить, весной будет сложнее. Февраль резко поменяет ощущение времени. Солнце Водолея активирует зону будущего, а Сатурн переходит в Овен, и это серьезно. Солнечное затмение 17 февраля в Водолея – одно из ключевых затмений года. Оно затронет карьеру, цели, общественную роль и направление развития. Некоторые тельцы почувствуют давление извне, возможно, от руководства, обстоятельства или обязательств. Что важно понимать? Старые цели больше не работают, статус без смысла перестает радовать. Приходит необходимость выбрать новое направление. Если что-то уходит, не удерживайте. Это не потеря, а освобождение ресурса. Март начинается в Рыбах, ощущение неопределенности сохраняется. Но 11 марта Юпитер разворачивается в прямое движение, и многое начинает проясняться. Лунное затмение 3 марта в Деве затронет тему творчества, личной радости, тему удовольствия и самовыражения.
Возникает вопрос, что в вашей жизни происходит по-настоящему живое, а что по привычке. После 20 марта энергия становится активнее, появляется желание действовать, но важно не спешить. В этом месяце важно помнить о следующем. Не обесценивайте свои желания, не подменяйте радость обязанностью. Позвольте себе выбирать то, что важно именно для вас. Далее наступают самые важные периоды года. Вы выходите из привычной опоры и перестаете быть тем, кем были раньше. Апрель не пройдет незаметно, он потребует полного участия. Посмотрим, что будет происходить в небе. Солнце в Овне, затем в Тельце. Новолуние 17 апреля в Овне. И самое значимое событие для вас – 26 апреля Уран покидает ваш знак и входит в Близнецы. Происходит разрыв старого сценария. Давайте посмотрим, как это проявляется у Тельца. Может появиться ощущение, что деньги есть, но источник нестабилен. Или наоборот, стабильность есть, но нет роста. Или приходит идея, которая пугает, но манит. Вы можете работать в привычной сфере, но вдруг понимаете, что доход упирается в потолок. Появляется новое предложение, нестандартное, связанное с обучением онлайн-коммуникациями. Страшно, потому что это не в духе Тельца, но именно туда ведет Уран. Что важно помнить? Не оценивайте новое по старым меркам. Если идея живая, дайте ей тестовый запуск. Новолуние в Овне заставляет задуматься: я действительно хочу этим заниматься? Может прийти усталость от чужих ожиданий, раздражение от давления и желание выйти из тени. А проявиться это может там, где вы давно тянете чужую ответственность. Семья, коллектив или проект. Апрель дает импульс сказать «стоп». Помните о главном. Если не обозначите границы сейчас, летом это сделают за вас, но гораздо жестче. Перед выходом Урана из Тельца многие чувствуют тревожный фон, беспокойство без причины, ощущение, что что-то меняется. Но не стоит тревожиться по этому поводу. Вы просто меняете тип устойчивости. В мае происходит перестройка ценностей, и вы переводите фокус на практику. Что из всего осознания апреля реально работает? Посмотрим на ключевые влияния. Солнце в Тельце, затем в Близнецах. Плутон разворачивается в ретрофазу. Много земной и воздушной энергии. Затронется тема денег и ресурсов. Возникает вопрос: что для меня теперь ценно? Телец может отказаться от невыгодных обязательств, пересмотреть расценки, иначе взглянуть на накопление. Может прийти осознание, что вы копили на всякий случай, но не жили. Май подталкивает вложить деньги в свое развитие, обучение, инструменты. Финансы в 2026 году – это энергия движения. То, что лежит мертвым грузом, теряет силу. Меняется отношение с людьми и появляется фильтр. Меньше терпения, меньше желания быть удобным и больше прямоты. Это может вызывать конфликты, но они очищающие. Главное, не оправдывайтесь за свои решения. Кто ваш, тот поймет без объяснений. Новолуние 16 мая в Тельце очень важная точка. Это словно перепрошивка самоценности. Благоприятно ставить финансовые цели, начинать проекты и фиксировать новое отношение к себе. Июнь покажет, что из предыдущих месяцев было верным. Посмотрим на ключевые события этого месяца. Юпитер до конца месяца будет в Раке. 30 июня полнолуние в Козероге, и Хирон переходит в ваш знак. Это проявится в работе и признании. Полнолуние в Козероге покажет результаты усилий, отношения с авторитетами и долгосрочные планы.
Телец может получить подтверждение, предложение, либо четкие сигналы, нужно вам это или нет. Если результат вас не радует, не вините себя, просто цель была не вашей. В целом, с апреля по июнь – это период, когда Телец отпускает старую стабильность, пробует новые формы дохода, перестает жить как надо и учится выбирать себя без чувства вины. Это не легкий путь, но он освобождающий. Точка возврата пройдена, и вы вступаете в период закрепления вашего выбора. Если весной вы сомневались, то летом жизнь начнет отвечать событиями. Июль несет много внутреннего напряжения, но это напряжение полезное. Оно проверяет, вы действительно готовы жить по-новому или только думаете, что готовы. Давайте разберем энергию этого месяца. Солнце сначала в Раке с 23 июля во Льве. Юпитер также во Льве. Меркурий разворачивается в прямое движение, Сатурн и Нептун начинают ретрофазу. Энергия Рака поднимает темы дома и семьи. Телец может осознать, что прежнее окружение больше не дает поддержки. Возникает желание сменить место, иначе выстроить быт, дистанцироваться от давления родственников. Важно не забывать, что дом – это не стены, а внутреннее состояние. И если в нем есть напряжение, перемены неизбежны. Сатурн в Овне в ретрофазе возвращает вопрос: где вы берете на себя слишком много? Телец понимает, что долго тянул чужие решения, чужие ошибки, и здесь важен честный ответ. Помните, что отказ – это не разрушение, а защита ресурса. Новолуние 14 июля в Раке – это точка перезапуска темы безопасности. Благоприятно для того, чтобы пересмотреть образ жизни, укрепить личные границы, создать свою опору и не зависеть от чужой. Следует один из самых важных месяцев года – август. Его можно назвать судьбоносным поворотом. Солнечное затмение во Льве 12 августа затрагивает жизненную позицию, самовыражение, право быть собой и внутреннее чувство «я имею право». Телец может выйти в новую роль, взять на себя лидерство и заявить о себе открыто. Словно вы долго работали за кулисами, но теперь понимаете, что пришло время быть видимым. И если вас тянет выйти на свет, значит вы готовы. Затмение во Льве возвращает вкус к жизни. Это может проявиться как новое хобби, желание делиться результатами и приток вдохновения. Не забывайте, что радость – это не награда, а топливо. Лунное затмение 28 августа в Рыбах закрывает старые иллюзии. Уходит ложная надежда, ожидание от людей и самообман. Это мягкое, но окончательное прощание. Лето 2026 года показывает Тельцу, что вы больше не тот, кем были, и возврата к старой стабильности нет. Но появляется новая уверенность, основанная на опыте. Вы перестаете держаться за форму и начинаете держаться за себя. Дальше нас ждет самый тонкий период года. Период с сентября по октябрь может восприниматься как откат, но на самом деле это финальная сверка курса. Жизнь словно спрашивает: ты правда готов идти дальше именно так? Сентябрь переводит фокус в практику, быт, работа, обязанности и реальная польза. Солнце в Деве, затем в Весах, узлы уже в Водолее. Уран, Сатурн и Нептун ретроградные. Хирон возвращается в Овен. В большей степени все проявляется в работе и повседневной жизни. Дева поднимает тему эффективности, рутины, полезности того, что вы делаете каждый день. Телец вдруг ясно начинает видеть, что много усилий уходит туда, где нет отдачи. Работа есть, а смысла нет. В этом случае не забывайте, если деятельность не дает роста или внутреннего отклика, 2026 год не позволит долго в ней оставаться.
Солнце в весах во второй половине месяца включает тему баланса. Могут подняться вопросы о том, кто больше вкладывается, где нарушена честность и где компромисс стал самопредательством. Если вы понимаете, что постоянно подстраиваетесь, сентябрь даст шанс это увидеть без иллюзий. Равновесие – это не жертва, а взаимность. Новолуние 11 сентября в Деве – это отличный момент для корректировки режима, пересмотра рабочих процессов и отказа от перегрузок. Это новолуние про умную экономию энергии. Октябрь принесет напряженность, но этот месяц судьбоносный. Ретроградный Меркурий в Скорпионе с 25 октября, ретроградная Венера в Скорпионе с 4 октября. Плутон разворачивается в прямое движение 16 октября, и одно из самых важных событий года – полнолуние 26 октября в Тельце. Вся энергия в основном отражается на отношениях и финансах. Возвращаются старые чувства, незакрытые вопросы и финансовые долги. Может появиться человек из прошлого или ситуация, где нужно расставить точки над «и». Не для возврата, а для завершения. Помните, если что-то вернулось, значит вы тогда не сделали окончательный вывод. Полнолуние 26 октября в Тельце – одна из самых важных точек года. Оно показывает, насколько вы цените себя, где соглашаетесь на меньшее, и что пора перестать терпеть. Это момент истины. Если в этот период вы выбираете себя, вы закрываете кармический круг. Все, что происходит в сентябре и октябре, освобождает от старых привязок, чтобы в конце года вы вошли без груза. С наступлением ноября вы чувствуете возвращение ясности после сложного октября. Посмотрим на влияние планет этого месяца. Солнце в Скорпионе, затем в Стрельце. Меркурий выходит из ретрофазы. Венера разворачивается в прямое движение. Плутон в Водолее активен. Энергия делает акцент на отношениях. После ретрофаз становится понятно, кто остается, кто уходит, а какие связи больше не имеют будущего. Телец перестает держаться за отношения, где нет роста и уважения. Спокойно, без драмы и без сожалений. Обязательно обратите внимание, если после расставания появляется облегчение, выбор был верный. Что касается финансов, ноябрь позволяет закрыть долги, пересмотреть обязательства, выстроить более честную финансовую модель. Может прийти предложение, где доход связан не с количеством усилий, а с качеством. Ваша ценность больше не требует доказательств. Новолуние 9 ноября в Скорпионе подходит для финансовых решений, завершения старых контрактов и внутреннего освобождения. В декабре вы выходите на новую линию и собираете все в единую картину. Посмотрим на расположение небесных тел. Солнце в Стрельце, затем в Козероге. Юпитер разворачивается ретроградно. Сатурн и Нептун выходят из ретрофазы. Полнолуние 24 декабря в Раке. Все это собирается в смысл и направление. Телец ясно понимает, куда идет, зачем и на каких условиях. Исчезает спешка и появляется стратегия. Важно помнить, что лучше идти медленно, но в своем направлении, чем быстро, но в чужом. Полнолуние в Раке возвращает внутреннюю устойчивость и чувство «я на своем месте». Даже если путь еще не завершен, появляется спокойствие. 2026 год не делает Тельца другим человеком. Он возвращает вас к себе настоящему, но без иллюзий и старых страхов. Это год, после которого вы меньше держитесь за привычное, больше выбираете, спокойнее реагируете и увереннее стоите. И именно с этой точки начинается новый виток жизни.
Дорогие друзья, если прогноз вам понравился и принес пользу, поставьте лайк и подпишитесь на Астроквазар. Не пропустите гороскопы и для других знаков на 2026 год. Спасибо, что следите за знаками судьбы вместе со мной. С вами был Игорь. До скорого!